Рада приветствовать на своем канале, в своем саду своих подписчиков и новых зрителей. Сегодня я расскажу и покажу, как я обрезаю свои гортензии Limelight и Pinky Winky букетным способом. Pinky Winky я не планировала, конечно, показывать. Думала, вот эту гортензию Limelight только покажу. Но что-то пошло не так. Ангажировала себе оператора, поэтому получилась интересная съемка у нас. А в конце видео даже 3 дубля за кадром. Что было? Мы один дубль снимали, один кадр там видео снимали 3 раза. Вот что у нас там получалось. Букетный способ — это необычная обрезка. Посмотрите, много интересного там, нюансов всяких. И я там пообещала еще фантом вам показать, как я обрезала. Но случилось так, что я сегодня обрезала фантом. Шла как-то с секатором и совершенно забыла. Но покажу другую гортензию. Рада приветствовать вас. Сегодня солнечная погодка, чуть весна, даже немножко весна пахнет. Спешу снять для вас видео по обрезке штамповых гортензий. Сегодня это будет Limelight у меня. Вообще у меня гортензий много на участке. Вот это Vanilla Fries, и они посажены симметрично. С другой стороны уже обрезаны. Тут Silver Dollar и Lime и Vanilla Fries вторая. А мы давайте двигаемся сюда. Вот на этой клумбе. Вон ту штамбовую гортензию будем обрезать. Вообще у меня на участке несколько штук. Вот это Pinky Winky. Я с нее уже черенковала несколько. Я ее тоже обрежу. Кстати, я вам рассказывала про Vanilla Fries черенкование. Вот это мои черенки от первого куста Vanilla Fries. Я их уже обрезала, и в этом году будет интересная форма. Я оставила один главный наш ствол, и будет штамбовая, интересно. Будет тут ванила и на штамбе. Посмотрим, что из этого получится. Их 2 будет штамп. А мы двигаемся дальше к нашему Limelight. Для обрезки я приготовила все необходимое. Сучкорез для больших веток и обычный секатор для маленьких. Интересно, это гортензия. Я ее когда покупала 3 года назад, у нее совсем небольшой штамп. Всего где-то 25 сантиметров. И торчало 4 веточки. Все, вот такая она была. И продавец, когда мне ее продавал, говорит, ну она какая-то неликвидная, я вам ее дешевле. А из нее, смотрите, какой шикарный куст получился. Поэтому, когда вам предлагают какой-то неликвидный кустик, вы внимательно к нему присмотритесь, как и что. Ну, а я показываю, видите, у нее в прошлом году очень много веток. Но эти я уже на черенки взяла центральные, пообрезала. Будем немножко уменьшать количество и вообще веток, и оставлять более толстые, чтобы у нас были вот такие соцветия. Наши помощники. Купер. К нам Купер приехал. Купер, иди сюда. Не хочет. Мышка, Купер, Мия. Так, не дозовешься их. Ладно, в кадр попадут, не попадут. Значит, я показываю. Вот у нас гортензия. Это приросты. Вот именно этот и этот. Это самый первый год веточки. Вот 3, 4. Вот это было. Дальше видны срезы. Это уже приросты следующего года. И вот это прошлогодние. Обрезать мы будем на 3 почки. Все мелкие веточки. Вот такие, которые идут внутрь куста. Мы вообще вырезаем. Они нам только заберут у растения всю силу. Вот такую, видите? Вообще ее на кольцо. Вот эту убираем. Они не нужны, такие веточки. Чтобы вам было видно в кадр, я буду не очень удобно. Вот даже такие ветки мы вырезаем. Не бойтесь. Сильно длинную высоту мы
не будем оставлять. Это у нас низ куста. Мы будем делать форму вазы из-за того, что она на штамбе. Поэтому тут мы обрежем всего на 2 почки. Раз и 2. На 2. Весь низ я пройду на 2 почки. Немножко под углом, чтобы вода скатывалась. Вот эту веточку можно вообще на 1 почку оставить. И так проходим по всему кругу. Ну, вот эту ветку оставляем, какая у нас есть. Тут обрезаем тоже на 2. Смотрите, какая она толстая. Мой палец почти. Вот тут мы ее. Ого, хорошие черенки получится, наверное. Но, кстати говоря, черенки получаются лучше вот из таких веточек. Не из толстых, а из таких. Эти чересчур. А я их поставлю в воду с ивовой водой, я вам покажу. И они нам сразу корни пустят, и мы посадим. И будет у нас гортензия еще шикарная. Так, и проходим сейчас весь круг на 2 почки. Вот это растет в середину, и я ее оставила длиннее. 1, 2, 3, 4. Почему? Потому что она нам будет уже верхушку создавать, и бутоны, цветы наши пойдут выше. Вот тут еще интересный момент. Сейчас мы перейдем, я вам покажу. Тут у нас укрыта роза аспирин еловыми ветками, но ее, кстати, можно было не укрывать. Совершенно выносливая роза. Так, вот момент какой интересный. Вот эта ветка, покажите поближе, пожалуйста. Вот, вы видите, они как росли. Вообще пересекаться одна в другую. Эту ветку вообще лучше убрать, чтобы они нам... Так, Света, для чего тебе надо был сучкорез? Вот у меня сучкорез для таких случаев. Обрезали совсем ее на кольцо. Тогда проблем не будет. Эту я тоже уберу маленькую. Она не нужна, и это нам не нужна. Так, и получается эту мы обрезаем на 2 почки. На 2. В этом году я уже могу не бояться. Купер, это не тебе веточка. Верхушку, как я говорила, мы будем формировать выше, поэтому несколько веток по центру я отрежу немножко выше высоты. Вот эту, допустим, выровняем. А эту не знаю. А эту обрежу на 2. 1, 2. Хотя вот это тоже вроде веточка. Ну, сделаем вот так. Ох, хорошие веточки такие. Вот это идет, я ее когда на черенки брала, в середину идет. Ее не надо оставлять. Она нам только вообще куст загустит. И тут, и тут. Ну, знаете, как жалко веточки. И ты начинаешь чуть повыше. Не жалейте, будут больше соцветия. Так, смотрим дальше. Тут мы оставляем уже на 3, выравниваем. Это будет уже как бы по центр. Центр нам поднимать будет. Эту на 2. Смотрим. 1, 2. И где-то сантиметр от междоузлия и обрезаем. Обходим дальше. Вот эту маленькую вырезаем. Она не нужна. Следующее. 1, 2. Обрезали. Так, дальше что мы тут смотрим? Смотрим следующую ветку. Она то идет центрально, вот эту маленькую. Ближе покажи, пожалуйста. Вот эту маленькую мы вообще вырезаем. Она не нужна. Вот эта маленькая. Она тут мешалась. Такие рагулинки. Вырезайте, оставляйте только мощные, хорошие. Тут 1, 2. Жалко, ладно, давайте 3. Оставим 3. Но не больше 3, потому что от этого куст лучше не будет. Тут оставляем 2. Будет отсюда и отсюда пойдет. Так. Тут что-то я вообще не вижу, значит берем
тут. Хорошо, у лаймлайта, видите, из одного междоузлия по 3 ветки растет. Нам более пышнее куст. На видео я вам покажу, какой он. Вот эту тоненькую срезаем. По-хорошему бы и вот эту срезать. Вот эта развилка, но мне как бы жалко. Так, середина обрезаем на 1, 2, 3. 3 или 4. 3. Не надо нам тонких веток. Эту обрезаем на 3 в один ровень, а эту будем на 2, потому что она нам боковую фактуру кусту задаст. Это с этой как бы пересекаются, но мы ее обрежем вот тут. Так, это длинненькая, это короче. И также само тут сделаем. Тут сделаем на 3. Она уже идет как центр. А эту на 1, 2. Так, Купер, я играть не хочу. Так, все, подожди. Эва, отойдите. Так, у нас осталась еще вот эта ветка. 1, 2. Тут мы 3 оставим. Это ближе к центру. Это ближе к центру. 1, 2, 3. А эту на 2 только сделаем. Вот ее. 1, 2. Хорошо. Вот тут сделаем. Тут и последняя ветка. Она наружная. Мы ее обрезаем на 1, 2. Посмотрите, какая у нас красота получилась. Мышка, ну отойди. А покажите, пожалуйста, так вокруг всего куста, что у нас получилось. Деревце. Настоящее прямо деревце получилось. Посмотрим, какая она у нас будет весной и летом. Но хочу сразу сказать, что-то я много поставляла веток. По-хорошему надо еще штук 5 выбрать и убрать. Сильно будет загущенный, может быть, куст. Но я это сделаю, когда пойдут почки. Откроются, я посмотрю, повыламываю, какие будут в середину идти почечки. Те мы просто уберем зелеными черенками. Вот такое у нас деревце получилось. Верхушка выше, низ. Так, вижу низ. Вот надо обрезать. Сильно ее. Вот так. Чтобы постепенно увеличение шло на центр. Такая у нас куча черенков получилась. Для черенкования кому надо. Лаймлайт бесплатно отдаю. У меня уже столько. Я хотела обратить внимание, хоть она и на штамбе у нас, и штамб довольно толстый. Покажи, какой он толстый. Вот так рукой его берешь. Ого-го. Все равно ему надо опору ставить будет. И вот эту всю массу, представьте, какая куча. Он еще на метр или на 1,20 м. Видите, какой длины ветки нарастает. Вот такие они. Ну, какая она была. Она будет болтаться сильно, чтобы ее зафиксировать. Как и у Пинки-Винки. Покажи, вот у Пинки-Винки опора такая круговая вокруг. Зеленая. Она фиксирует именно ветки. Пинки-Винки, идемте, я вам покажу. Простой вариант, я вам поэтому его и не хотела показывать. На нем все ясно. Тут у меня 4-5 веточек. 3 из них я уже взяла на черенки. Вот это мы вырежем. Но не нужно. Просто тут я буду одной длины. На 3 почки все пообрезаю. Да и все. Мне эта гортензия 1, 2, 3. Вообще очень нравится. Но она 1, 2, 3. Очень долго. 3. 1, 2, 3. Иногда может вот отсюда прямо пойти. Ну, от
главного ствола почка. Ну, мы будем раз, два, три, вот так. Она очень долго раскачивается, и у нее листики появляются у одной из последних. Она сейчас у меня на черенках стоит, и маленькие у него, почему я ее не показываю. Вот такая она простенькая. Вот такую опору надо придумать, но туда надо больше, потому что то деревце больше у нас. Ну все, вот такое видео, думаю, не очень длинное получилось. И вы все поняли, как штамбовое формировать, как вазу. Короче, а наверх длиннее. Все, покажу скоро, как куст фантом буду большой обрезать, мощный большой куст фантома покажу. Всем хорошего дня, подписывайтесь на наш канал и обязательно поставьте лайк, особенно тем, кто нам мешал всю съемку. Видите, у нас какое деревце прямо получилось на одной ножке. Но тут все равно опору надо будет привязывать, хоть и крепкая, а вот это у нее... Отойди, Майя. Вот это очень... Отойди. Очень крепкая, толстенькая. Майя, марш. Просто уберем зелеными черенками. Ну вот что у нас получилось. Куча для черенков. Кому надо, хоть питомник открывать. Все, всего хорошего. На этом примере штамба я вам показала, как можно не бояться и сделать дерево гортензия. Всего хорошего. Подписывайтесь на наш канал и поставьте лайк. У нас получилось прямо деревце на штамбе. Ну, обратите внимание, что штамб хоть и толстый, вот такой, все равно нужна опора, потому что у нас большой как зонт, и он от порывов ветра. Это что, издевательство?